До сегодняшнего дня я не напоминала вам о том, как важно правильно задавать вопросы картам. Ну и вообще просто задавать вопросы картам. У нас гадание на март впереди. Работаем по старой схеме. Все те же 12 домов. Но я предлагаю некоторые усилия приложить и вам. Попробуйте, прежде чем смотреть это гадание, задать картам свои вопросы, самые насущные, самые животрепещущие обо всем, чего вы хотите дождаться, ну или избежать в этом предстоящем месяце. Поверьте, вы, задавая вопросы, уже на этом этапе лучше поймете себя, свои желания, потребности. Ну и, конечно, гадание, которое отвечает на конкретные вопросы, пусть даже такое общее, окажется для вас намного полезнее, будет намного более информативным, личным и содержательным. Гадание для рака на март 2023 года. Я надеюсь, что вы послушали меня и задали такие картам свои собственные персональные вопросы. Может быть, пока задавали вопросы, вы сами на них и ответили. Так часто бывает. В любом четко и ответственно заданном вопросе уже содержится ответ на него. Это известная экзистенциальная философская истина. Но у нас гадание на 12 домов гороскопа. Если вы впервые слышите это выражение «дома гороскопа», не пугайтесь, я все расскажу простым, понятным человеческим языком. Мы не потеряемся с вами, не заблудимся тут в дебрях расклада. Центральная карта, не смотрите на нее, она для меня. Я на нее смотрю, я ее учитываю, вижу, и она мне подсказывает, как трактовать карты. А для вас вот эти вот 12 карт, и мы начинаем с первого дома. Вы сами. Ох, тут будут новости, указания, советы, предсказания для всех, кто вот занят собой. Или кто планирует в марте поменять имидж, внешность, занятия, раскрыть какой-то свой талант, ну или как-то получше с собой договориться. Потому что первый дом – это вот дом личности. Ваша личность, начиная от внешности, заканчивая там, ну, не знаю, раскрытыми или закопанными талантами. Это все первый дом. У вас здесь королева жезлов. Скорее всего, мы видим тут ваш портрет, то есть карта, колода определяет вас огненной, очень деятельной женщиной. То есть в это время вы будете начинать или продолжать с ускорением, с большим желанием заниматься собой. Продолжаете ходить на фитнес, к другим каким-то специалистам по красоте, может быть, по здоровью. В целом королева жезлов описывает максимальную активность. Очень-очень много сделайте, времени хватит на все. Королева жезлов еще и амбициозная, то есть амбиции растут, и, может быть, даже удастся их отчасти хотя бы воплотить. Внешний вид прекрасный, здоровье прекрасное, самореализация по большей части зависит от ваших усилий. Королева жезлов советует вам именно этот месяц сделать активным. Вот активно заниматься собой, не больше, не меньше, для того, чтобы производить такое впечатление на людей, ну и на себя. Деловой женщины активной, которая ни перед чем не остановится и в горящую избу, в общем-то, войдет. Далее ваши ценности и желания. Как правило, это деньги. Мы говорим, что пятый дом – это денежный. Печальная, нервная такая пятерка мечей выпадает здесь. Говорит карта о том, что вам придется за деньги не то чтобы биться, а ругаться. Очень поверхностно, но очень неприятно. Это уколы, претензии, разговоры. Все это, знаете, так, самого-самого низкого, низменного уровня. Все это связано с деньгами. Это может быть как спор с начальником из-за премий, так и его укоры, какие-то упреки, что вы, например, свою зарплату не отрабатываете. Карта очень неприятная. Видите, любой художник в любой колоде
ее рисует вот такой вот грустной какой-то и страшненькой, потому что карта объективных событий никаких не описывает, но описывает зато ужасное настроение. Иногда одного слова достаточно, а мы знаем, что раки люди впечатлительны, и даже самые впечатлительные герои в зодиаке, иногда одного слова же достаточно для того, чтобы испортить настроение на сутки, а иногда и на месяц. Да, вот готовьтесь эти слова услышать. Пятерка мечей вам не советуют ни с кем в это время воевать, не начинать спорить о деньгах, например, не требовать возврата долгов, не вчинять какие-то судебные иски, и потому что это время такое не победное, не победительное. Пятерка мечей сама по себе про ваши деньги, много их или мало, говорит, да ничего она не говорит. То есть денег может быть много, может быть мало. Опасайтесь только вот таких вот настроенческих, ну, скажем так, выпадов, можете пострадать. Хотя пятерки это всегда карты какой-то истощенности. То есть на уровне пятерок второго определенные ресурсы заканчиваются. Поэтому если для вас принципиально важно узнать, скажем, изобилие или нищета вас ждут в марте, то скорее нищета. Извините, то есть нехватка, правильнее так сказать. Далее, ваше близкое окружение, контакты, связи, друзья, короткие поездки, коммерция, предпринимательство, торговля. В общем, то, что мы называем повседневной жизнью. Немножко такая, ну, тоже, как предыдущая карта, знаете, восьмерка кубков, слабенькая просто по настроению. Карта говорит, что вам придется от чего-то отказаться, вы чего-то не дождетесь, и не дождетесь насовсем, и почему-то, по каким-то причинам вас это впечатлит. Но поскольку это дом друзей, то какой-то друг, какой-то товарищ, подруга, например, не исполнит обещанное. Обещали вас на работу пристроить, например, или в бизнес какой-то взять, или денег дать, например, на развитие, но значит, не делают вот как-то этого, и вам от этого грустно. Человек на восьмерке кубков это всегда кто-то уходящий с опущенными плечиками, то есть вы уходите, вы покидаете кого-то, человека или ситуацию, и вам грустно. Насколько велика ваша потеря, тоже карта это, как ни странно, не говорит, но ощущаться будет так, что это потеря просто вселенского масштаба. Вам покажется, что кто-то себя не оправдал, кто-то даже обманул ваше доверие, хотя в строгом смысле слова обмана тут нету. Тут скорее самообман. Вы настроили заранее обреченных планов, связанных с близким окружением, например, задумали с кем-то встретиться, кто и не собирался с вами встречаться. И сейчас только приходит конец вашим иллюзиям. Другие люди, по сути, здесь ни при чем, и они абсолютно не злодеи, и вас навредить вам или обидеть вас не хотят. Восьмерка кубков в третьем доме – это еще отказ от поездки, отказ от покупки автомобиля, ну или просто отказ от покупки какой-то нужной и не слишком дорогой вещи. Вряд ли это дом, ну, например, там набор эксклюзивных кастрюль. Четвертый дом, дом. Недвижимость, место, где вы живете, родственники, родители, родовая карма. В общем, все, что мы называем вот этим вот емким словом дом. Шестерка мечей, карта дорог. Перемены в теме дома, смена дома. Ну, то есть дорога буквально дальняя. Шестерка – это дальняя дорога за море. Покидание дома, просто смена квартиры, переезд, может быть, какой-то дальний, например, даже за границу. Тем более у вас, видите, в доме за границей карта суд, как будто бы какие-то неожиданные, долгожданные новости приходят. Например, получаете вы документы, визу какую-то. Шестерка мечей всегда настроение, знаете, задает такое, ну, надо так надо, эх. Ничего плохого, здесь тоже я не скажу, никаких потерь нету, но вы как будто бы, вот у вас эта трансформация по дому, меняется дом, меняется в доме что-то, меняется состав семьи. Это может быть очень хорошо, ну, с объективной точки зрения, а для вас против правил, против ваших планов, и вам как будто бы воле рока приходится подчиняться. По воле рока так случилось. То есть какие-то внешние обстоятельства отправляют вас в эту дорогу. Ну, например, заставляют поменять квартиру. Да? Шестерка мечей, например, собственник квартиры может надумать ее продавать. А вы, если арендуете, вам нужно в этой связи переехать. Ну, то есть такого уровня, ничего особенного часто.
опять карта настроенческая. Видите ли, если нужно каждый расклад для каждого знака обозвать каким-то одним словом, я скажу так, что для рака идет этот расклад, то есть этот месяц март наступающий, настроенческим. Видите, мы с вами уже третий дом подряд говорим про настроение. Эти перепады, эмоциональные качели. Ну, посмотрим. Качели, если вот тут раз, два, три последовательно вниз опускаются, то, наверное, позже они должны и подняться по законам физики-то, да? И тут мы добрались до любви. Ох, шестерка кубков, кто-то ее ждет и любит, кто-то избегает и боится. Шестерка кубков в пятом доме. Это любовь, дети, отдых, радости и творчество. Шестерка кубков про любовь сообщает и хорошие вещи, и плохие. Первое хорошее, что любовь будет, потому что это кубки, это такая эмоционально насыщенная мазь. Кубки действительно говорят про отношения, слова, признание, любовь, внимание другого человека. Часто про новые знакомства, хотя все-таки шестерки карты возвратные, и тут более о возвращении отношений речь идет. А плохо что? Шестерка кубков практически лишает любовную историю той самой страстности, легкой безуминки, которую часто так хотят. По шестерке кубков любовь больше похожа на дружбу, на родственные какие-то контакты. Поэтому, опять же, здесь очень много зависит от того, какой вы вопрос задали карту. Например, если вы одиноки и мечтаете о новом знакомстве, шестерка кубков вам говорит: да, новое знакомство с большой долей вероятности у вас состоится, и этот новый знакомый, этот человек новый, который входит в вашу жизнь, страшно, просто до боли вам кого-то напомнит, кого-то из вашего прошлого, может, из прошлой жизни. То есть это отношения, похожие на те хорошие, которые были прежде. Или человек похож на, не знаю, на вашу первую школьную любовь. То есть в связи с романтической историей вам придется пережить некие вот ностальгические чувства. Вы как будто бы куда-то возвращаетесь. Но иногда не как будто бы вы возвращаетесь, а это действительно к вам возвращается человек какой-то, с которым у вас был роман, но вы, например, были вынуждены расстаться. Очень возвратная карта. То есть по ней именно по шестерке кубков возвращаются и продолжаются любовные истории безнадежно, уже утраченные, какие-то такие вот полузабытые. Опять же, что немножко смущает, карта такая дружеская и какая-то очень доверительная. А как говорят психологи, там, где в пару врывается доверие, там напрочь уходит что? Правильно, страсть. Многое зависит от ваших потребностей. Зато, если вы, например, в какой-нибудь страшной ссоре с вашим мужем, то карта для вас идеальная, потому что именно по ней происходит примирение. Шестерка кубков советует вам занимать в любовных вопросах вот именно такую, ну, добрую позицию, добрую. Сейчас ваш партнер, ваш избранник, любимый человек хочет, чтобы вы о нем заботились, чтобы вы его понимали, принимали, пожалели. Вот так вот. Доброта, нежность. Прощение, кстати, какое-то прощение. Очень хорошая десятка кубков карта, да, на работу вам выпадает. Ну, по традиции, шестой дом мы называем дом работы, хотя это, конечно, некорректно совершенно. Это дом служения, а служение у людей очень разное бывает, Но дом называется тяжкая судьба, и для большинства он действительно воплощает работу или какую-то службу на благо общества. Десятка кубков. Карта очень изобильная. Она так и называется – изобилие. Она говорит, карта, о том, что у вас вот в работе, в профессии будет всего много. А чего много? Работы самой, во-первых, как таковой, если вы к этому стремитесь, рветесь. Хороших, добрых людей вокруг.
правильных ресурсов, времени, каких-то денег на развитие бизнеса. Это просто счастливая карта. Здесь вот видите, изображено такое святое семейство. Люди встречают ангела как новую зарю, приход новой какой-то изобильной жизни. То есть счастье, изобилие во всем. Ну, для многих счастье действительно найти просто новую высокооплачиваемую работу или получить новую должность. Хотя карта, опять же, вот смотрите, очень настроенческая, очень настроенческая. Видите, мы здесь видим настроение, 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 настроение. Везде настроение. Ну да, просто немножко разное. И вот на работе или в связи с работой у вас будет именно исключительно хорошее настроение. Карта коллективная, обращайте внимание на людей. То есть вы будете очень хорошо окружены, даже если этот очень добрыми, нужными, понимающими людьми окружены, даже если этот коллектив для вас новый. Десятка кубков советует вам раскрыть сердце для доверия, больше общаться, больше доверять людям, плавно и с открытым сердцем вливаться в самые разные коллективы, ну и приветствовать в то же время, знаете, не конкурентный успех такой вот личный, а именно коллективный. Там успех, например, подразделения или компании. Но среди таких невинных и, в общем-то, добрых карт у вас появляется дьявол в 7-м партнерском доме. Все отношения партнерства, более или менее важного в вашей жизни, они собираются здесь. Дьявол, карта искушения. В первую очередь это искушение. Вот представьте, брак сюда тоже попадает. То есть какой-то партнер или человек, которого вы так видите или так называете, вас искушает, от него идет искушение. Какое искушение? Это может быть какая-то смущающая, необычная романтическая любовная история. Это может быть искушение деньгами, в конце концов, если речь идет о бизнес-партнерстве. Но я думаю, дьявол в 7-м доме прямо-таки вам рекомендует бояться, опасаться именно партнерских отношений. Что-то неуловимо сомнительное и такое опасное, предательское вот идет у вас от партнерских отношений. Опять же, если у вас есть брак, помните, что брак, он как раз сюда входит. То есть что за контракты с дьяволом ваш супруг там заключает за вашей спиной? Ну, может быть, вам предстоит это узнать или как-то в этом разобраться. Неожиданное, тоже неожиданное, да, почему-то мы перешли на старшие арканы. Раку достается башня в 8-м доме. Ну, он тревожный, это дом трансформации, кризисов, разные перемены, риски, чужие деньги, долги. Вот это вот все, что, от чего мы так бежим и что неизбежно нас рано или поздно настигает. Это все, конечно, этот кризисный 8-й дом, башня. Да, такая разрушительная карта. Поэтому, к сожалению, хотя нет, нету места с сожалением. Здесь как раз-таки карты скорее просят нас избегать оценочных суждений. В общем, просто, без всякого сожаления, действительно у рака что-то в это время, в этом марте произойдет, что-то удивит. Ну, чаще 8-й дом – это истории, связанные с большими или чужими деньгами. Соответственно, разрушительные новости, разрушительные какие-то внешние обстоятельства, связанные с большими деньгами. Может быть, потеря денег, может быть, утрата какого-то дорогостоящего имущества. В общем, будьте осторожны, сказала бы я, но не скажу, потому что башня карта очень такая фатальная. Она описывает перемены, которые судьбой обусловлены, которые нельзя, в общем, никак предвидеть и избежать. А советует башню только одно: не пытаться, не стоять на пути у вот этой вот силы, которая все разносит, все сметает. Новости могут быть, знаете, разного уровня сложности. Для кого-то башня очень разрушительна, может быть, если откажут в кредите, а это была последняя надежда поставить бизнес на ноги. Вот. Для кого-то это могут быть очень неожиданные новости, связанные с домом и семьей. Тем более, что мы уже видели неожиданности, связанные с домом. Но, похоже, этот март все-таки рака хочет удивить. Давайте на этом остановимся. Ни в коем случае это не плохой прогноз, но то, что придется вот через раз удивляться, знаете. Далее. Дальние дороги
и учеба, мы так назовем, наверное, 9-й дом, вообще все, что связано у вас за границей, опытом, наставничеством, религией, какими-то духовными исканиями, это все 9-й дом. Он такой, иногда конкретный, если речь идет о дороге за границей, иногда очень размытый, мутный, когда мы там конфессии какие-то принимаем или отказываемся от них. Ну, снова старший аркан, карта суд, обещает вам приход долгожданной и в то же время неожиданной новости. Вот знаете, поэтому на карте изображают сцену страшного суда. Все знают, что когда-нибудь он будет, ну и теоретически должны его ждать и на него надеяться, но никто не знает когда. Так и здесь. Вам, например, могут разрешить дорогу. Это дом за границей. То есть неожиданно какие-то ваши планы воплощаются, связанные с заграницей. Получаете визу или какие-то другие там миграционные возможности. Карта суд еще и связана вернее, 9-й дом связан еще и с учебой. То есть вот такие же крупные возможности учиться, ваше желание, тоже неожиданное, может быть, для вас самих. Фигурной карты нету, поэтому тут вопросы именно наставничества или духовного учительства мы не трогаем. Но карта суд говорит о том, что вот приходит конец всем застойным историям, приходит конец какому-то вашему долгому ожиданию, связанному с вот этим всем выше перечисленным. Ну, понятно, что всегда здесь такая иллюстрация на этой карте имеет отношение, иллюстрация конкретно религиозная. И дом этот именно религиозный. Поэтому не удивляйтесь, если у вас какие-то на такие интимные темы перемены будут происходить. И вот обратите внимание, какая цельная тема у вас работа и карьера. Работа 10 кубков, в карьере 10 пентаклей. Все, они спелись, они идут рука об руку. Это значит, что очень хорошо сработает все, прямо-таки очень хорошо. Новое находится, старое продолжается, но везде десятки. Обратите внимание, на десятки же никогда одного человека не нарисуют. Это всегда семья, это набор людей. Поэтому тут смысл такой, что коллектив как семья. Вы, например, ищете новую работу, и вас этот коллектив новый ждет и с распростертыми объятиями принимает именно как в собственную семью. Тут все внимание идет на коллективный успех, коллективные заработки. И я думаю, это вот для многих сейчас очень хорошие новости, потому что решается положительно как бы не только ваша карьерная, профессиональная судьба, но и судьба вашего отдела, подразделений или судьба целой компании. То есть именно вот с этими десятками вы узнаете не только, что вы будете продолжать работать, например, но и узнаете, что компания будет продолжать работать на новых оборотах, и компания тоже не закроется. И 10 пентаклей – крупная денежная карта, поэтому вместо конкретного назначения на новую должность, вот его я как раз не вижу, вам могут предложить крупную премию или повышение зарплаты, что я считаю очень даже неплохо, а местами даже и лучше. Незнакомцы, новые знакомства, крупные могут быть, однако здесь карта Луна предостерегает от обманов, и вообще тоже опасности идут эмоционального свойства. То есть, знаете, Луна в 11 доме, это может быть, у вас появится какая-то известность, популярность, но очень, скажем, такая сомнительная. То есть такая популярность, которую вы, может быть, не искали. Луна часто это обман от незнакомых, от неизвестных каких-то людей. И вот видите, как у вас... Дело в том, что 11-й дом – это действительно новые люди, с которыми вы знакомитесь так или иначе по разным деловым вопросам, сотрудничаете. А вот у нас есть 8-й – это кризисный дом, и у вас здесь башня. И вот если вот вместе их рассмотреть, то это такой явно идет совет: бойтесь обмана от незнакомцев, которые как-то связаны с вашими деньгами. Это могут быть адвокаты, и какие-то биржевые брокеры, это могут быть и
псевдоинвесторы для вашего бизнеса. Вы знаете, да, что вообще мы с незнакомыми заводим контакты, как правило, на этой почве, да, на какой-то такой финансы. И видите, нечто идет разрушительное, то есть вы можете потерять деньги от обмана. Вот такая вот схема крупная, достаточно идет. Почему раку легче, чем какому-то другому знаку потерять деньги вследствие рокового обмана? Вы знаете, я знаю, но может быть это будет одна из тем нашей какой-нибудь программы в моей рубрике «Вопросы и ответы». А пока только вот такое для вас предупреждение. Вот. Есть опасность для вас с незнакомыми, с неизвестными людьми наступить, что называется, вот куда вообще не надо, в какое-то болото, какую-то мутную, сомнительную историю, запутаться, потеряться, обмануться, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И 12-й дом, ваше подсознание, ваше альтер-эго. Самая сложная позиция для толкования в этом раскладе, но люди, у которых 12-й дом в натальной карте активны, поймут, о чем идет речь. Звезда вам тут выпадает. И она, в общем-то, хорошая. Это такое следование путеводной звезде. Это хорошие, правильные сны, часто вещи карта описывает. И это, в общем-то, уверенность в себе и много-много надежды на исполнение мечты и на светлое будущее. Что ж, расклад на март для рака получается у нас весьма неоднозначно. Много эмоций придется затратить, но много придется вам их получить, самых положительных, причем коллективных эмоций от других людей. Если будете осторожны в вопросах партнерства, будете осторожны с большими или особенно чужими деньгами, и если будете не верить неизвестным, то все будет хорошо, все у вас получится. А в центре расклада у нас снова десятка, и она, безусловно, относится для вас к теме работы и карьеры. Снова десятка. Работа в коллективе, гордость за свои достижения и коллективный успех. Карта выпадает вам как напутствие, дорогие раки, несмотря на очень, скажем, разные впечатления от этого периода. Вам лучше брать на себя побольше ответственности, побольше работать, перенагружаться даже. И многим, кто в поиске, десятка жезлов обещает именно новую работу, очень-очень трудную на первых порах, но такую, про которую вы будете с большой гордостью и с придыханием буквально рассказывать родственникам и друзьям. То есть это работа, которая вас буквально лифтом поднимает к каким-то карьерным вершинам, должностным, социальным, по социальной лестнице поднимает. И это настоящее дело для вас. Спасибо.